канале Щучье ТВ. Можете меня поздравить с переездом в новые шикарные апартаменты. И за это отдельная благодарность моему любимому уважаемому тестю Петру Ивановичу. Здесь можно смело модернизировать, улучшать, создавать новый проект. При этом, как видите, все смотрится красиво, гармонично. Надеюсь, и вам это понравится. Но сегодня видео пойдет не о 3D печати, хотя она будет присутствовать в этом видео. Мы поговорим о электротранспорте и сделаем обзор замечательного самоката Kuga M4 Pro, на котором я уже отъездил более 530 километров. И поверьте мне, есть о чем рассказать. При выборе самоката я ставил перед собой несколько задач. Он должен быть мощным, должен иметь хороший запас хода, должна быть качественная амортизация, хорошие надежные тормоза. И в нашем самокате все это присутствует. Помимо этого есть еще ряд интересных бонусов. Хотя и без минусов тоже не обошлось. На первый взгляд можно сказать, что этот самокат предназначен именно для мужского пола. Во-первых, он весит больше 22 килограмм, и не каждая девушка справится с таким весом. Представьте себе поднимать каждый раз на бровку. К тому же внешний вид у него такой вот агрессивный, мужской. И не каждая девушка тоже захочет ездить на таком самокате. При выборе самоката я также сделал упор на сидячую версию. Данная сидушка имеет ряд преимуществ. Ее при необходимости можно сложить. Для удобства также предусмотрен дополнительный рычаг, который полностью ощелкивает наше сиденье. Помимо того, что под седлушкой есть две пружины, которые достаточно мягкие и хорошо амортизируют, есть еще амортизирующий механизм внутри, что тоже добавляет комфорта в езде. В отличие от велосипедных сидений, у которых есть дополнительные вырезы под ноги, это сиденье отличается более широкой геометрией. Мой друг-велосипедист как-то сел на это сиденье и сказал, что это лучшее сиденье из всех, на которых ему доводилось сидеть. Потому что оно очень мягкое, как будто ты сидишь на диване. Но, к сожалению, помимо преимуществ, есть еще и недостатки. Это заводской брак. Дело в том, что сидельный шток, на котором установлено наше сиденье, немножко люфтит. Это было уже прямо с завода. Со временем этот люфт усилился. Эту проблему мы сегодня решим с помощью 3D печати. Распечатаем специальную пластиковую втулку и попробуем исправить этот косяк. Ну а в остальном все просто супер. Складывающийся механизм работает исправно, нигде ничего не люфтит, крепится все жестко, надежно к деке. Еще очень понравилась ширина руля. Чем шире руль, тем удобнее управлять этим транспортом. Также неплохо сделаны резиновые грипсы, имеют специальную вот такую вот форменную геометрию, чтобы ладонь удобно ложилась. Но в то же время не могу не отметить, что эти ручки не приклеены и со временем могут немножко опуститься. То даже сейчас можно, видите, их вот так вот прокрутить. И это плохо на самом-то деле. Такой проблемой болеют практически все самокаты. Ну, например, у того же Кроссера E9 грипсы сделаны полностью круглыми. И поэтому, если они даже прокрутятся, это совершенно никак не повлияет на комфорт езде. А здесь, видите, не особо удобно продумано. То есть должны быть какие-то фиксаторы внутри. Управление самокатом осуществляется с помощью такого вот дисплея с рычагом, нажимая на который мы подаем питание на моторное колесо и заставляем вращать его. Эта кнопочка у нас на включение. Долгим нажатием включается наш дисплей. Мы видим, что на экране 532 километра. Это, в принципе, немало. И можно сказать, что есть определенный опыт езды на этом самокате. Если несколько раз нажать, здесь у нас и вольтаж, и амперметраж. Все это можно отслеживать во время езды. Кнопка мод отвечает за смену скоростей. Здесь их 3 штуки. Но я в основном езжу на 3-й скорости. Я люблю более активную езду. Ведь этот самокат я покупал не для того, чтобы ездить как черепаха и сдувать с него пылинки. Это транспорт, он должен отрабатывать свои деньги. Поэтому скорость езды на этом самокате у меня средняя 30 км в час. Максимальная скорость, которую может выдать, это 35 км в час по ровной дороге. Если уклон 10 градусов, скорость может падать до 30 км в час. Даже с моим небольшим весом 60 кг плюс вес ребенка 20, это 80 км, он все равно едет стабильно 30 км в час. Ведь если сравнить его, например, с тем же Kuga S3 Pro, более ранней моделью, или кроссером E9 Premium, то там ситуация совершенно кардинально другая. Зарядом порядка 10% на Kuga или на кроссере скорость не превышает 10-12 км в час. Это по сути человеческая ходьба. На Kuga M4 Pro контроллер установлен просто обалденный. Потому что при падении заряда меньше 10% он все равно едет 27 км в час. И этим мне очень нравится этот самокат. Также вы могли заметить, на руле присутствуют две ручки тормоза. Дисковые надежные тормоза диаметром 140 мм.
И, кстати, хочу отметить, что тормоза здесь просто огонь. И задний тормоз тоже дисковый на 140 мм. Кнопка включения света. При перемещении вверх загорается у нас передняя фара. При этом под самой декой в ночи работает еще дополнительная RGB подсветка. Также присутствуют поворотники влево и вправо. С одной стороны это правильно. Наличие поворотников обеспечивает вам комфортную езду, особенно в ночи. Но проблема в том, что они расположены позади этого амортизатора. И сзади самоката их практически не видно. И самое важное, что они расположены слишком низко. Ни один автомобилист не будет заглядывать вам под деку, чтобы понять, куда вы поворачиваете. Поэтому эффективность этих поворотников очень сомнительна. Ну и последний девайс на руле – это сигналка. И здесь она просто мега громкая. Вроде как бы все супер. Но, к сожалению, китайцы здесь умудрились тоже накосячить. Дело в том, что данный руль для удобства транспортировки они решили сделать складывающимся. Здесь у нас вот такая вот втулочка, которую мы отжимаем и вот так вот складываем. То же самое делаем и с обратной стороны. Кроме удобства складывания здесь больше ничего нет. Так как посмотрите на ручку. Она болтается по всем осям. Влево, вправо, вверх, вниз. То же самое и вторая. И это связано с посадочными местами. Они просчитаны совершенно неверно. Если вы хотите знать, то мое субъективное мнение заключается в том, что я бы вообще не делал никакие складывающиеся механизмы. Потому что ширина руля не такая уж и большая, чтобы не поместиться в какой-либо автомобиль. Вы могли заметить, что на самокате присутствует ручка. Это ручка специально для транспортировки ребенка. В отличие от других самокатов, таких, например, как Crosser E9, где высота руля не регулируется, перевозить ребенка очень сложно, потому что из-за высоты руля при торможении малыш бьется лицом об руль. На Kuga M4 Pro такой проблемы нет, потому что высота руля полностью регулируется. То есть можно приподнять и опустить. Дело в том, что этот самокат является универсальной моделью. Его можно использовать и в сидячем положении. Сидя, можно отстегнуть сиденье, приподнять руль в более высокое положение и ездить стоя. То есть каждый выбирает себе тот удобный вид передвижения, который ему нравится. Некоторые из вас могут посчитать, что перемещение сидя на самокате это неудобно. Но это не так. Любой из вас, кто хоть раз проедет на этом самокате сидя, больше никогда не захочет ездить стоя. Ведь благодаря сидячему положению центр тяжести смещается вниз. Мы получаем более стабильную езду, маневренность. И поверьте, со мной пытались соревноваться некоторые стоячие самокаты, они просто не могли на большой скорости заехать там в острый угол. Я же могу маневрировать как угодно. Могу работать телом, перемещая центр тяжести как мне нравится. Так что сидение в этом самокате это просто мега крутой бонус. Я всем рекомендую покупать именно такие самокаты. К тому же не стоит забывать, что когда вы возите, например, ребенка, то у вас места очень много, и при этом отлично контролируется дорога. То есть идея складывающегося руля действительно правильная. Но в то же время не могу не отметить, что китайцы и здесь накосячили. Вы видите, присутствуют специальные стяжки, которые не позволяют рычагу поджимному отворачиваться самостоятельно, самопроизвольно. Посадочное место просчитано неверно. Внутри расположена пластиковая втулка, которая по толщине слишком тоненькая, из-за чего, видите, пластины у нас сжаты полностью до конца. Поэтому и качество поджимания руля тоже страдает. Этот косяк мы тоже исправим с помощью 3D печати. Распечатаем специальную втулочку, поставим сюда и в итоге полностью устраним эту проблему. В отличие от того же Kuga S3 Pro, проводка вся уложена и загерметизирована. Благодаря этому она нигде не будет перетираться и, соответственно, данный самокат прослужит намного дольше. Давайте посмотрим, как устроена у нас дека. Обратите внимание на ее ширину. 19 сантиметров этого более чем достаточно, чтобы можно было расположиться самому и ребенку. При этом клиренс самоката составил 140 мм. Благодаря такой высоте очень удобно подниматься на бровки и спускаться с них. При этом декой мы не черкаемся. Но иногда бывает, что бровка в районе 13 сантиметров. И тогда она черкает немножко крылом. Крыло сделано из хорошего такого АБС пластика, очень толстое, мощное, ничего не дребезжит, не люфтит и хорошо закрывает от попадания брызг. Ну и конечно не могу не отметить, что как и спереди, так и сзади установлены большие колеса. В отличие от того же Kuga S3 Pro, где установлены восьмерки, здесь у нас стоят десятки. При этом они полностью надувные, как передние, так и задние. Это тоже добавляет хорошую амортизацию. Мотор-колесо стоит 500 ваттное. И на самом-то деле я могу сказать, что здесь реальные 500 ватт.
потому что вместе с ребенком это 80 килограмм, он тянет под горку в 15, 20, иногда даже в 30 градусов, что это практически нереально для многих других самокатов. При этом сделано очень добротно, монолитно, герметично. По крайней мере, на этом самокате я попал в 3 ливня, очень серьезных ливня, когда полностью все заливало. Я боялся, что не доеду, но доехал без проблем. И все в порядке по сей день. Так что с гидроизоляцией этого самоката можно сказать, что полный порядок. Сзади у нас установлены 2 амортизатора. Они в принципе неплохие. Но спустя 500 километров один из амортизаторов у меня открутился. Поэтому с внутренней стороны я добавил еще контрагаечку. Для того, чтобы этот амортизатор больше не откручивался. Внутри у нас установлена небольшая пружина, которая со временем может немножко просесть. Из-за чего задняя подвеска начинает болтаться и дико скрипеть. Чтобы это исправить, можно сделать следующее. Опустить амортизатор на одно деление ниже. Видите, на раме присутствует 2 отверстия. Раньше я сделал на этом отверстии. После этого переместил в нижнее положение. Это улучшит немножко амортизационные свойства вашей подвески. И второй момент. Между корпусом и пружиной я поставил 5-копеечную монету. В результате чего подвеска стала чуть-чуть жестче и избавился полностью от люфта. В то же время избавился и от самого скрипа. Но на этом еще не все, так как ход этого амортизатора слишком маленький. Я же планирую сделать очень классный проект совместно с магазином «Прокачка». Сейчас мы разрабатываем специальное крепление, чтобы установить сюда более продвинутые амортизаторы с большим ходом. Это улучшит амортизационные свойства задней подвески и сделает качество езды просто отменное, которое сможет конкурировать с более дорогими топовыми моделями. Хотя и на сегодняшний день этот самокат уже может конкурировать с этими топами. Ведь спереди установлена ультрамягкая доработка от магазина «Прокачка», о котором я уже ранее говорил. Изначально с завода здесь установлены были 2 вот таких вот коротких штока и 2 короткие пружины, но очень жесткие. При этом усилие прожимания данной пружины должно составлять больше 100 килограмм. Но мы должны понимать, что основной вес ложится как раз на заднюю подвеску, ведь это сидячий транспорт. Поэтому заводские пружины, они вообще не прогибаются, даже на 1 мм, когда я сажусь на этот самокат. Ребята из магазина «Прокачки» поняли эту проблему и сделали оперативно доработку. Она заключается в следующем. Они добавили более длинные штоки, буквально там на 4-5 сантиметров, поставили более длинные пружины и более мягкие. И после этого амортизация зажила новой жизнью. Я вчера отрывался на этом самокате по полной программе. Ездил по неровным дорогам, по ямам, по ухабам, прыгал с различных бровок высотой 15-20 сантиметров. И данная пружина ведет себя просто превосходно. После такой доработки посмотрите, как работает амортизация. Как задняя, так и передняя. Но передняя, конечно, работает намного эффективнее, потому что ход работы самого амортизатора значительно больше. Точно такую же идею мы спроектируем и реализуем с магазином «Прокачка» и на задней подвеске. Теперь, друзья, еще немного дегтя в бочку с медом. У данного самоката буквально несколько дней был просто дичайший скрип. Рулевой шаталось как бешено. При этом люфт наблюдался не в самом рулевом. Здесь у нас стоят хорошие подшипники, люфтов никаких нет, я разбирал. А люфт заключался именно внутри самого гуся. После долгого анализа я разобрался в проблеме. Дело в том, что при зажимании этого рычага у нас приподнимается нижний шток, который фиксирует этого гуся. Этот шток изначально был установлен вверх ногами, круглой частью вверх, а ровной частью вниз. И это было неправильно. Потому что у этой круглой части дальше идут острые грани, которые впивались в нашего гуся и эффективно не зажимали его. После того, как я перевернул этот шток вверх ногами, при зажимании этого рычага все люфты полностью убрались. Но, к сожалению, самооткрывание этого рычага осталось, как и прежде. Но это не проблема, так как оно решается просто зажатием стяжки. Самое главное, что после устранения люфта гуся у меня пропал воблинг. Что такое воблинг? Это дребезжание руля во время езды. Одной рукой управлять рулем невозможно, когда у тебя дикий воблинг. Потому что ты не контролируешь дорогу, и буквально маленькая ямка может отправить тебя куда-нибудь далеко валяться. Но как только избавился от люфта гуся, воблинг полностью пропал. Теперь можно смело управлять даже по ухабистой дороге одной рукой. Но я так не рекомендую никому делать, потому что все-таки вы должны контролировать дорогу и всегда держите 2 руками за руль. Что мне еще очень понравилось в этом самокате, это батарея. 13,5 ампер-часов, которой хватает ровно на 35-36 километров.
При этом в агрессивном виде езды на третьей скорости, что, я думаю, очень немаловажно для будущих пользователей этого самоката. Также одним из интересных бонусов является установленная здесь сигнализация. В комплекте идет два брелка. Давайте попробуем угнать этот самокат. Ну что ж, друзья, теперь перейдем к самому важному, это модернизация этого замечательного самоката. Устраним все его недостатки, которые нам достались прямо с завода. Это избавимся от люфта самих ручек. Сделаем нормальный зажимной механизм для руля, чтобы он автоматически не открывался и хорошо фиксировался. Постараемся избавиться от люфта самого сидения. Ну а полную модернизацию задней подвески оставим уже для следующего обзора. Итак, первым делом давайте отстегнем наши стяжечки. Немножко раскручиваем поджимной механизм и отверткой аккуратно разгибаем. Берем шестигранник четверку и откручиваем винты. Аккуратненько приподнимаем вместе со всем механизмом. При этом нужно выдавить втулочку. Толщина этой втулки слишком маленькая, поэтому из обычной металлической крышки для закатывания консервации я вырезал специальный кусочек металла, который вставил в эту втулочку для того, чтобы выбрать люфт. Но лучше, конечно, распечатать это все на 3D принтере. Итак, уважаемые зрители, я запустил в печать крепление для нашего руля. В течение 20 минут данная деталь будет полностью напечатана на Flying Bear Ghost 5. Выбрал материал PG пластик, который отличается от других хорошей гибкостью и в результате установки не должен сломаться. А пока происходит процесс печати, давайте подготовим для печати вторую модель, которая позволит устранить люфт сидения. Для этого просто отжимаем рычаг и вынимаем полностью все сиденье. Если снять защитный пыльник, здесь у нас стоит шестигранный шток, который заходит в пластиковую втулку. Ее нужно аккуратненько вытащить, снять размеры и сделать точно такую же. А для этого снимем специальную скобу. Шестигранником шестеркой откручиваем эту гайку. Также хочу отметить, что с завода смазки было очень мало. Поэтому сразу после покупки я смазал нормальным маслом. Внутри нас ждет вот такая вот пружина. И посмотрите на ее геометрию. Со временем эта пружина немножко уселась, поэтому качество амортизации сидения тоже немного ухудшилось. Данную пружину я сейчас подыскиваю на AliExpress, а также в наших интернет-магазинах. И, возможно, в ближайшее время что-то подобное найду, чтобы заменить и получить более лучшую комфортную езду. Внутри трубы наше сиденье фиксирует винт под 5-мм шестигранник. Откручиваем винт и вынимаем шток. Вот такой вот винт стоит внутри. Наша задача выпрессовать эту втулку, распечатать новую, именно четко в размер нашего штока, и заменить. Чтобы выпрессовать эту втулку, нам понадобится какой-нибудь круглый предмет, который будет отлично пролазить вовнутрь, и, конечно же, молоток. Обратите внимание, как устроен внутренний механизм. Он состоит из двух пластиковых деталей. Одна деталь у нас плотненько заходит спереди, она короткая, вот так вот стоит. А вот вторая подвижная деталь одевается сверху. И она точно так же двигается со всеми остальными деталями. Но в данном случае она имеет просто бешеный люфт. Первую деталь я уже допечатал. Давайте ее снимем. Вот такую вот деталь мы получили в итоге. Обратите внимание на толщину стенок. Здесь намного толще. Давайте ее поставим на наш самокат Kuga M4 и проверим, насколько это будет эффективно. Устанавливаем наш распечатанный переходник. Немножечко молотком подзапрессуем. И вот, пожалуйста, все заподлицо, супер. И вставляем назад наш руль. С обратной стороны фиксируем винтами. Ну а теперь, как говорится, момент истины. Приподнимаем руль на нужную нам высоту. Берем фиксирующий механизм, зажимаем. При полной фиксации у нас даже остался немножко зазор. И это правильно. При использовании заводской втулки этого зазора, как вы помните, не было. И поэтому у нас фиксатор просто не мог нормально, адекватно зажать руль. Из-за чего он немного болтался. Теперь с этим проблем не будет. Качество фиксации нашего руля теперь значительно лучше. Это значит, что на дороге будет более безопасно передвигаться. Кстати, сейчас происходит печать одной из деталей для нашего сидения. Вот такая вот получилась деталь на скорости 80 мм в секунду из PG пластика. В принципе, очень даже неплохо получилось. Заводская деталь у нас люфтит очень сильно, а распечатанная деталь заходит очень плотненько. Но нужно еще немножко поработать напильником, для того, чтобы сгладить слои. Ведь укладка слоев идет с определенным рельефом. Плотно ходит, пластик немножко до конца не притерся, то есть это дело времени.
И будет тогда просто супер. Но самое главное, больше никаких люфтов нет. Итак, уважаемые зрители, подходим к сборке нашего механизма. Заводская версия состоит из 3 частей. Это внешняя втулка, направляющая, и 2 внутренние втулки, которые собираются вот таким вот образом. Но я решил сделать немножко по-другому. И распечатал точно такую же втулку, но только совместную. Здесь у нас есть также посадочное место, как здесь. Один цельный элемент. Напомню, что заводской механизм у нас, посмотрите, как прокручивался, а полностью распечатанный заходит очень плотненько. И люфт совершенно незначительный. Давайте же соберем наше сиденье на полностью распечатанных новых деталях. Одеваем сначала защитный пыльник, после этого одеваем втулочку, сверху одеваем вторую втулку и закручиваем винтом М6. Дальше нам нужно одеть на трубку. Для того, чтобы наша пластиковая втулка не выпадала, можно зафиксировать ее клеем. Но я предпочитаю механическое крепление, поэтому сделаю небольшое отверстие и нарежу там резьбу. Диаметр отверстия я сделал 3,5. Метчиком М4 полностью нарезаем резьбу. Теперь устанавливаем наш механизм. Винтом М4-6 окончательно фиксируем втулку. Преимущество такого механического крепления перед клеевым заключается в том, что мы можем всегда разобрать, открутив этот винт, и заменить на другую втулку, если она разболтается со временем. Вот такая вот у нас получилась конструкция. Берем пружину, тоже предварительно хорошо смазываем и устанавливаем в посадочное место. И резьбовой гаечкой все это закручиваем. Чем сильнее мы подкручиваем эту гайку, тем сильнее делаем натяжение, поэтому каждый из вас может отрегулировать так, как ему удобно. Ну и, конечно, не забываем зафиксировать скобой. И вот, пожалуйста, механизм у нас работает. Правда, пружина немножко у меня подсела, ослабела. Желательно ее заменить на более мощную. Проверяем люфт. Люфта почти нет. И это реально круто. Теперь у нас нет этого ужасного люфта сидения. И, конечно же, чувствуешь теперь себя за рулем более уверенно. Проблему сидения мы полностью решили. Избавились от дикого ужасного люфта. Теперь остается избавиться от люфта самих ручек на нашем руле. Первым делом давайте разберемся, в чем основная проблема люфта этих ручек. Если отодвинуть механизм, мы видим здесь 2 направляющие, внутри которых установлена наша ручка. И вот она как раз и люфтит в горизонтальной плоскости. Откручиваем шестигранником 4 соответствующий винт и полностью снимаем складную ручку. Люфт этого механизма возникает из-за того, что ширина здесь меньше, чем ширина этого паза. И поэтому у нас происходит вот такой вот люфт в стороны. Чтобы компенсировать зазор, нам понадобится следующий инструмент. Обычная домашняя крышка для консервации. Ее толщина 0,2 мм. Если сложить вдвое, получим 0,4 мм. Как раз та толщина, которая нам и нужна. Металл настолько мягкий, что его можно резать обычными ножницами. Но, конечно, желательно найти ножницы, за которые вас потом супруга не прибьет. Теперь вырезаем вот такую вот тоненькую полосочку. Далее берем нашу ручку, прикладываем полоску, загибаем буквой П. В итоге получили вот такую вот скобу. Далее берем ручку, вставляем нашу скобу и аккуратненько запрессовываем. Очень плотненько заходит, очень туго. Это очень хорошо, ребят, потому что выберутся все наши люфты. С помощью обычной отвертки такого же диаметра срезаем тонкий металл крышки с одной стороны и с другой стороны. Берем втулочку, с обратной стороны вставляем и запрессовываем. Теперь закручиваем винт. Итак, друзья, проверяем готовый результат. Обратите внимание, что люфта по горизонтали у нас нет, но есть небольшой люфт по вертикали. Его можно устранить с помощью специального подстроечного механизма. Слава богу, что производители до этого додумались и его реализовали. Отжимаем нашу втулочку. Так тяжело, конечно, опускается. Это очень хорошо. Это говорит о том, что мы правильно все сделали. Видите, сверху здесь расположен такой вот специальный винт. Он подпружиненный. Его мы откручиваем на определенное расстояние. Упираясь в верхнюю стенку, он тем самым выбирает все люфты по вертикали. И это на самом-то деле очень правильное решение. Вот и все. И теперь никакого люфта у нас вообще нет. То же самое сделаем и со второй ручкой. Она, видите, болтается просто ужасно. По сравнению с этой, это просто небо и земля разница. Как видите, устранить эту проблему ничего сложного совершенно нет. Я вам показал подробную методику, как это сделать. Я думаю, вы справитесь без проблем с этим. Приложив немного усилий, мы устранили все абсолютно косяки этого самоката. И на данный момент он выглядит в десятки раз лучше, чем в тот день, когда приехал он ко мне с завода. Потому что сейчас уже в нем нет этих косяков, нет этих заводских минусов, проблем. Ничего не люфтит, все монолитно, жестко. Рулевое, руль, сиденье, складывающийся механизм.
Все работает как часы. Ну и конечно не стоит забывать о замечательной подвеске от магазина Прокатчик. Теперь в процессе езды ты получаешь реально кайф. Потому что ты можешь легко маневрировать, чувствуешь дистанцию, чувствуешь габариты. Даже перевозя ребенка на этом самокате, все равно получаешь удовольствие от езды. Потому что все сделано так, как надо. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Также не забывайте, что под видео очень много полезных ссылок для модернизации ваших 3D принтеров. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч.